карп. О, вот эта удочка. Ни малейшего шанса не дает сазану. Прям поднял его. Так, да есть, это тоже. Ребята, всем привет! И снова я на рыбалке. Будем сегодня охотиться с вами за карпом или сазаном. Нету большой разницы. У нас сейчас август месяц. Сегодня с самого утра ветер. И ветер стоит у нас практически всю неделю. И ночью, и утром. Поэтому рыбачить на боковой кивок получится только в таких местах, где есть кувшинка. Вот я на такой водоем и приехал. На этом водоеме я уже рыбачил, есть видео, где ловил сазанчиков по 6, по 7 килограмм. Хочу протестировать на этом озере свое новое удилище Феникс. Купил я его уже давно, наверное, еще, если память не изменяет, прошлой осенью, но так на него и не рыбачил. Мягкая рукоятка у него, длина 5,70, тест 150 грамм, на секундочку. Да, на такое удилище можно рыбу ловить весом 20, 25, 30 килограмм без проблем. Покупал я это удилище, многие спрашивают, где покупаю. Покупал я его в интернет-магазине Funfish. Вот, можете прочитать. funfish.com.ua. Катушка курковая, усиленная, доработанная. Ну и обычный лавсановый кивочек. Кольца здесь стоят силиконовые. Удочку покупал уже в сборе. Такие удочки в интернет-магазине продаются. Просто одно удилище, без колец, без катушки, ну, без ничего. А есть уже в сборе. Она, естественно, дороже, но зато не нужно заморачиваться. Купил и сразу едешь и рыбачишь. Шнур я сюда поставил 0,35. Думал поставить 0,4, но не рискнул пока. Пускай будет 0,35. Думаю, выдержит ту рыбу, которая у нас тут обитает в наших водоемах. Так, и ну и крючок такой же, как и на Cold Dragon у меня. Hayabusa, вольфрамовая мормышка Hayabusa, 2 номер. Жало у крючка, видите, загнуто в середину. Рыбачить сегодня буду на горох. Взял с собой также еще и опарыша, но упор буду делать на горох. Берем горошинку,
Времени у нас для рыбалки немного, часика 3. Одеваем. Так как крючок у меня здесь из толстой проволоки, то одеваю я ее чуть горошину чуть сбоку, но не совсем там под кожицу. Под кожицу не получится одеть горошину на такой крючок. Вот. Примерно вот так получается. Жало немножко видно. Выплываем, ищем ройки или еще жмурки, кому как. И пробуем поймать сазанчика. А там уже, где нету кувшинки, волна полным ходом. Волна хорошая. На водоеме, на чистом, где нет водорослей, на боковой кивок при такой погоде не порыбачишь. Ну и вот, собственно, с этого места можно искать ройки в кувшинках. Пока роек не вижу. Это уже конец водоема. Там вот прямо дамба. А сам водоем, ну, вот он примерно вот такой. Вот в этих кувшинках я и буду искать его, сазана. Вот такой карась в кувшинках плавает дохлый. Будет поклевка или нет. Сколько плаваю-то. Первая ройка за час, которую мне удалось найти. Так, аккуратненько. Вижу, где он роется. Оденыш. Давай, клюй уже. Кстати, не один тут. Несколько роек. Кувшинка ходит туда-сюда. Роется прямо после приманки. Клевать не хочет. Смотрите, как роется. Гоняюсь уже за ним, наверное, минут 20. Ходит по кругу. Цепляет все время плавниками шнур. А поклевки нету. Перестала ройка появляться. Смотрите, куда он идет. Прямо на меня. Прямо на меня идет. Сейчас мы его... Может, получится обхитрить его все-таки. Где ж ты сейчас появишься? Интересно. Он тут где-то рядом. Смотрите, к самой лодке подошел. Это да. Сейчас, наверное, увидит лодку и уплывет. Ловить по ройкам, когда вот такой вот ветер порывистый,
дует с разных сторон. Такая себе затея. Вроде бы и к ройке подкрался. Опускаешь наживку, тут тебя начинает резко сносить. Шнур парусит. Кивок вот так вот ходит. А это ужас. Гонялся я за этой ройкой, наверное, минут 20, может даже больше. Прямо ему ложил под нос эту наживку. Ни в какую, не хочет и все. Ну, вот в этом месте он все время ходит. Периодически появляются ройки. Остановился, думаю, постою, попью чая. Может, опять начнет здесь рыться на дне карпик. Есть карп. О, вот эта удочка. Ни малейшего шанса не дает сазану. Прям поднял его. А карп, я вам скажу, ну или сазан. Вот удочка изогнулась, но не сильно. Так, чуть-чуть, можно сказать. Удочка в дугу, но держит карпа. Смотрите. Сразу сделал подсечку и достал его. Без всяких прелюдий. Осталось только завести в подсак. Плавал, увидел ройки. Большие ройки, несколько штук. Так, сейчас мы его будем пытаться завести. Ну, давай. Хороший сазанчик. Килограмм 6 точно есть здесь. Ух ты! Нет, дорогой. Где ж ты там? Вот это рванул парень. Сидит. Вот он. Главное не сделать острый угол между шнуром и удилищем. Не хочет идти в подсак никак, и все. Ты чё? О, давай, залазь. О, все. Наконец-то. Фух. Так, достаем этого кабанчика. О, это нормальный Карпович. Или Сазаневич, как вам угодно, ребята. Сейчас я подниму этого кабана. Стой. Вот он, ребята. Хвост какой, только посмотрите. Да, это сазан. Больше похож на сазана. Вытянутый, длинный, сильный. Да, удочка это Феникс, я вам скажу, друзья. Держит карпа просто на все 100. Первые впечатления расскажу и ощущения за удочку Феникс. Вываживать крупную рыбу намного проще. С колдрагоном у меня так не получалось. Приходится подольше возиться с карпом или с сазаном. А Феникс выше всяких похвал. Но, скажем, такой небольшой минус это ее вес. А так просто удочка огонь. Ставьте, друзья, лайки,
за первого сазанчика такого сегодня. Пишите в комментариях, какой вес у него. Посмотрим, угадаете вы или нет. В конце рыбалки я его обязательно взвешу. Как-то в последнее время на этом водоеме получше себя показывает горох. Орошинки такие какие-то у меня небольшие получаются, но наверное такой горох я купил. Развариваешь его, замачиваешь, варишь, а он все равно такой не очень большой. Но клюет и на такой горох. Роек сегодня не очень много, но есть. Так плаваю, всматриваюсь. Иногда еще и ветер мешает. Здесь я пока вываживал, естественно, всю рыбу расшугал. Поэтому проплыву сейчас вот туда, в конец водоема. Там еще поищу ройки. Ой, какая ройка хорошая. Глубина совсем небольшая, маленькая. Около метра где-то. Хороший сазанчик роется. Дальше перешел. Еще дальше. Ко мне идет. Да, хорошо. И вот так вот приходится гоняться за ним. Это редко, когда сразу пускаешь поклевка. Вот это да, клюнул. Но не подсекся. Смотрите, какие пузыри пошли. Ветер мешает сильно. Решил попить чая пока. Может немножко успокоится ветер и продолжу дальше рыбалку. Остановился недалеко от камыша. Налетают сразу такие небольшие маленькие комарики. Прям туча их здесь. И кусаются больно. Часто у меня спрашивают в комментариях, в какую погоду лучше рыбачить на боковой кивок. По моим наблюдениям, сколько я уже рыбачу на боковой кивок, и насколько я уже заметил, лучше всего на боковой ловится любая рыба, неважно, карп там или линь, карась, когда погода пасмурная и тихая, теплая и тихая. Безветренная. Ну, допускается еще такой маленький, слабо моросящий дождик. Небольшой совсем. Вот такую погоду больше всего роек или жмурок. И охотнее клюет рыбка. Вот эта волна пошла, ветер. Впереди ройка в кувшинках. Не могу никак к ней подобраться. Ветер, ну, наверное, метров 7 в секунду, это точно. Заплыл в место такое более-менее спокойное, тихое. Но тут нету роек. А там, где были ройки, там уже не порыбачишь. Ветром тянет даже по кувшинкам. Так, ну, давайте взвесим сазанчика. По нулям. Опа. О. Ну, почти 6 килограмм. Хороший сазанчик, но ловил я здесь и поболее сазанов. Да, ребята, в такой ветер рыбачить на боковой кивок нету смысла. Я даже и ройку нашел.
в кувшинках, но ветер такой дует. Мне хоть и удалось лодку закрепить, я привязался веревками к самим листьям кувшинки. Вроде бы и не спугнул, смотрю, роется. Опускаю в горох наживку, а шнур-то 0,35, он парусит, капец. И оно наживку сдувает куда попало. Вроде бы у меня получилось опустить наживку. Но кивок вот так вот туда-сюда ветром гоняет. Да, но это не рыбалка, это мучение. Удочку Феникс я протестировал. А это самая главная цель моей сегодняшней рыбалки была. Рыбачил я сегодня по кувшинкам, искал рыбку по оройкам или по жмуркам. Из наживки использовал горох. Ставьте обязательно, ребята, лайки, пишите комментарии, всем отвечу, делайте репосты видео. Всем пока!